Хищники уже сжали плотное кольцо. В самой середине стояла рысь-мать вместе со своими малышами. Надежды на спасение не оставалось. Считанные мгновения отделяли их от неминуемой гибели. Однако она не бросилась на утек. Дикая кошка совершила поступок, которого никто не мог предугадать. Оставшись в одиночестве против многочисленных врагов, она сама ринулась вперед. И последующие события заставили даже свирепую стаю начать пятиться назад. Эколог Диана Лоуренс больше 11 лет посвятила изучению повадок диких кошек. Однако зимнее происшествие, свидетелем которого она однажды стала, превзошло все мыслимые ожидания за всю ее карьеру. На заснеженных склонах гор Монтаны она заприметила хорошо известную ей самку рыси, которую назвали Сейдж. Диана вела за ней наблюдение на протяжении практически 4 лет и отлично помнила ее тяжелую судьбу. Эта кошка ранее лишилась 2 предыдущих выводков. И вот сейчас у нее вновь подрастали малыши, что давало робкий шанс на их благополучное спасение. В один очень холодный зимний день Диана вместе со своими помощниками уловила доносившиеся из глубины леса пугающие отголоски, яростный рык и протяжное завывание. Это были лесные хищники. Взобравшись повыше, исследователи замерли от ужасающей картины. Внизу, посреди открытого места, Сейдж в одиночку противостояла 9 крупным серым зверям. Чуть поодаль, буквально вжимаясь в холодный наст, испуганно сжался один из ее маленьких детенышей. Но хищница не отступила. Она ринулась навстречу опасности. Вопреки тому, что она многократно уступала противникам в весе и силе, будучи абсолютно одна против целой группы врагов, Сейдж нанесла удар первой. Она действовала напористо, стремительно, преграждая хищникам любой путь к своему детенышу. Мать осознанно перетягивала все их атаки на собственное тело, принимая ранения и хватки, чтобы дать сыну шанс. Пока все внимание преследователей было полностью приковано к ней, котенок начал потихоньку пятиться назад и в конце концов сумел вскарабкаться на высокое дерево. Как только малыш оказался на недосягаемой высоте, кошка задралась с еще большей свирепостью. Это яростное сражение продолжалось около 30 минут. Сейдж перенесла тяжелые травмы, однако и соперникам нанесла немало повреждений. Наконец, главный волк взвесил все опасности и увел своих сородичей прочь. Цена этой охоты оказалась чересчур высокой. Когда бой утих, искусанная, но живая и непобежденная Сейдж осталась неподвижно стоять посреди поляны. Малыш осторожно слез на землю и нежно прислонился к боку матери, после чего они скрылись среди деревьев. Наутро Диана отправилась на поиски, чтобы узнать судьбу остальных детенышей. Руководствуясь оставленными отпечатками на насте, она набрела на второго котенка, который был очень сильно травмирован. Маленький кошачий детеныш с покалеченной лапкой почти лишился сил. Его экстренно доставили в ветеринарную лечебницу. К огромной радости, хотя увечье было тяжелым, оно не представляло угрозы для жизни. Пройдя курс терапии и короткий реабилитационный период, он был готов к выпуску в естественную среду обитания. Исследовательница подыскала подходящий участок неподалеку от границ владений Сейдж и открыла клетку с малышом. Тот с опаской покинул ящик и тихонько позвал маму. Буквально через пару мгновений из зарослей показалась взрослая рысь. Она приблизилась, ткнулась носом в шерстку детеныша, и он сразу же прислонился к ней. Вслед за ней показались и остальные котята. Все семейство снова оказалось вместе. Диана следила за этой картиной со слезами, набежавшими на глаза. Пред ее взором находилась самоотверженная мать, лишившаяся ранее 2 поколений детей, которая сама вышла против 9 разъяренных хищников и сумела сберечь свое потомство. Впоследствии она сделала пометку в своих записях. Это наиболее стойкое создание из всех, что мне доводилось встречать в природе.